Пока-пока, компания с Наруто, и приветствуем компанию в честь 9-летия мобильной версии eFootball. К сожалению, наши худшие ожидания оправдались, и в этом году нас оставили только с шоу-таймами, вместо того, чтобы, как и в прошлом году, выдать нам аж целых 9 эпических футболистов. Но так ли это плохо? Стоит ли рассчитывать на то, что качество шоу-таймов полностью перевешивает предыдущее количество эпиков? И в целом, что успело появиться и еще появится в eFootball в ближайшие дни? Обо всем этом и не только, давайте поговорим в сегодняшнем видео. Как и было ожидаемо, кампания в честь 9-летия растянется аж до конца мая и до начала июня, а там, скорее всего, будет кампания уже и в честь предстоящего мундиаля. Поэтому ближайшие 3 недели мы то и дело, что будем добивать цели и зарабатывать долгожданный селективный контракт на пак из 4 шоу-таймов. Окончательный выбор оказался более чем предсказуемым. Это Де Лихт, это Кимих, это Нико О'Рейли и игрок Брайтона из сборной Турции, я так понимаю. Именно одного из этих шоу-таймов мы по итогу сможем забрать, но, как и всегда, селективный контракт мы получим только в самом конце, на 3-ю неделю проведения кампании. Понятное дело, чтобы удержать внимание игроков и чтобы они как можно дольше оставались в игре. Но если вы думали, что нас полностью оставили без эпических футболистов, то здесь вы немного заблуждаетесь, потому что одна новая эпическая карточка также фигурирует в рамках этой кампании. К сожалению, она не то чтобы гарантированная и, к сожалению, не совсем халявная. Но вместе с шоу-таймами также появился пак с эпическим Дидье Дрогба, который получил рейтинг 104 и навык Голова Молот. Его можно получить также проходя матчи и зарабатывая крутки на этот набор. Игроков в паке 50, а круток нам дадут 18, что означает, что если за эти 18 попыток вам Дрогба не упадет, вы сможете докрутить его за золотые монеты. Да и в принципе, Konami не препятствует тому, чтобы вы могли потратить монеты прям сразу, без бесплатных круток, и забрали Дрогба за свои кровные. То есть, да, это не столько халявный, сколько донатный пак, просто которые также привязали к этой кампании и позволяют забрать энное количество круток, халявных круток на этот набор. Но, как и упоминалось ранее, круток 18, а игроков 50, поэтому шансы хоть и невысокие, но есть. И если кому-то по какой-то причине захочется взять этого Дрогба, ну, опять же, вы можете потратить свои монеты. Но я бы вам не советовал этого делать, пока вы не докрутите все 18 халявных круток, ибо кто знает, и, возможно, вам выпадет Дрогба за эти 18 попыток. Ну, а если нет, то, остается только монеты тратить. Больше ничего. Также стоит обратить внимание, что со следующей недели, причем действовать это будет только неделю, но начиная со следующего четверга, где-то с 21, по-моему, мая, прохождение клеток в круге почета увеличится, что позволит вам намного быстрее проходить круги, пока эта мини-акция действует. Но опять же, стартует она только со следующего четверга и продлится только неделю, тогда как сама кампания у нас, как было упомянуто ранее, растянута аж на целых 3 недели. Новый эпический набор радует нас новым легендарным игроком и новым навыком, который на самом-то деле вызывает вопросы. Сам же пак как будто бы не особо примечателен, как бы да, Канавара вариант неплохой, но на фоне всех этих рослых защитников, Фердинандов, Стамов, того же самого Мальдини, который также присутствует в этом паке, как будто бы не то чтобы прям сильно-то и нужен. Мальдини, да, крутой, тут вообще без вопросов. Ну и тот самый новичок, который дебютирует в этом паке, это Даниэле Де Росси, который на фоне какого-нибудь Вейра с аналогичным стилем также будет смотреться слабовато. В случае с этим набором интересуют даже не столько игроки, которые в нем присутствуют, сколько навык, которым их наградили, и в целом который также дебютирует в игре. Навык получает следующее название, громкогласное «Рывок за тенью», и этот навык подразумевает, что обороняющиеся игроки, начиная от опорников и фланговых защитников и заканчивая центрбэками, по возможности будут получать буст к скоростным скиллам, если передачи будут совершаться им за спину, чтобы не было преимущества у атакующих игроков, и по скоростным качествам обороняющиеся игроки также могли им противостоять. Но, как я и проговаривал на стриме, на этом же канале проговорю и сейчас, как мне кажется, этот навык максимально бесполезен, потому что такой проблемы, когда защитники не успевают за подобными передачами, которые следуют им за спину,
Такой проблемы, по сути-то, в игре и нет. То есть непонятно, для чего этот навык вообще нужен. Ну, точнее, понятно, чтобы перевыпускать одни и те же карточки просто с новыми скиллами, но в целом он никакого импакта не дает, ибо нет такой проблемы, которая была на старте 26-й части, когда любой пас на треугольник или любой заброс проходил на ура. Поэтому навык вызывает только вопросы. Понятно, как он действует, почему он действует, но в целом надобности в нем при нынешнем геймплее, при нынешней проблеме, когда не все передачи на треугольник гарантированные проходят, этот навык, как мне кажется, не особо-то и нужен. Konami продолжают издеваться над паком команды недели в преддверии завершения сезона. В большинстве своем он представлен игроками с рейтингами 94 пункта. Есть, конечно, друзья с бустами, но особой разницы это не делает. Команда недели все такое же дерьмо. Ну и также за вход в игру каждый из игроков получил 2 карточки чемпионских команд, а именно Ферран Торрес от Барселоны и Петр Зелинский от Интера, в честь победы в чемпионате Испании и Италии соответственно. Это небольшая удочка на предстоящие наборы с подсами Players of the Seasons, то есть лучшими игроками сезона в конкретных чемпионатах. Один из таких, к слову, уже успел появиться в базе данных eFootball, но пока еще не появился в самой игре. Скорее всего, появится в понедельник. Много распинаться по поводу него не буду, но скажу сразу, что в этом наборе, на удивление, есть интересные кандидаты. Тот же самый Илдис, у которого добротные цифры и крайне добротный подбор навыков. Это высокорейтинговый Лутаро Мартинес и так далее. То есть это прям не какие-то метовые карточки, но с хорошим подбором навыков и с неплохими цифрами на самом-то деле. Хоть их, к сожалению, и нельзя прокачивать дополнительно. Касаемо тех игроков, которых раздали, Петр Зелинский и Ферран Торрес, Зелинский, он сбалансирован, но на большее не претендует. Тогда как Ферран Торрес, в принципе, нарисован красиво. Имеется в виду речь не про его лицо, а про его цифры. Он достаточно сбалансированный нападающий. Он, в принципе, высоковат, но не дылда. При этом имеет хорошие цифры взаимодействия с мячом. Есть скорость, относительно неплохие удары, имеется баланс и даже имеются цифры пасов, что позволяет ему спокойно отыгрываться с партнерами. И подбор навыков у него тоже, в принципе, неплохой. Поэтому, если вы фри-ту-плейщик, то Торрес, как мне кажется, станет хорошим вариантом, скорее универсальным вариантом впереди, который и подыграть может, и самостоятельно что-то может реализовать. Поэтому обратите на него внимание. Ну и контент на понедельник. Продолжаем подводить итоги сезона и, наконец-таки, переходим к конкретно взятым чемпионатам, а именно к итальянской серии А. И в понедельник увидим пак во главе с бигтаймовским Ди Марко, крутым Ди Марко, но с пососной позицией и пососно проставленным навыком. Ну, то есть, понятное дело, что Ди Марко это действительно скорее полузащитник, нежели фланговый защитник, но, с другой стороны, не так часто специалисты по навесам используются в чужих составах. Но сам по себе Ди Марко по своей модельке крутой. Компанию ему составят Ника Пас и новая версия Лукиты Модрича, которая от своей прошлогодней карточки не сильно как будто бы ушла, но по рейтингу чуть-чуть повыше. Так еще и с 2 навыками. И уже на этих выходных мы увидим еще один шоутаймовский набор из разряда 48 часов, который провожает еще одного футболиста, ну, на своеобразную футбольную пенсию, скажем так. Во всяком случае, это последняя карточка Мухаммеда Салаха за Ливерпуль. И если вы давненько мечтали о Салахе непосредственно или о фланговом нападающем подобного типажа, то, в принципе, это неплохая возможность, потому что цифрами его не обделили, 105 пунктов рейтинга, так еще и скиллы для флангового нападающего подобрали, ну, более-менее актуальные, что ли. Взрывное ускорение и пикирование Сокола. И вот, кстати, это вот тот немногий случай, когда я даже не против пикирующего Сокола, потому что в исполнении Салаха Соколы действительно летят прям будь здоров. Поэтому Сокол в паке на 50 игроков, причем моделька крутая, как флангового нападающего, почему бы и нет на самом-то деле?